Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. И это вторая часть видео о создании слейв-браслета в технике фриволите. Ссылку на первую часть вы можете найти в правом верхнем углу или в описании под видео. В первой части мы почти завершили первый ряд. Нам осталось выполнить последнее кольцо. Это будет комбинированное кольцо. Набираем 6 узлов. Вытягиваем соединительную петельку через пико предыдущего кольца и набираем еще 6 узлов. Теперь вытягиваем нитку из иголки и разворачиваем иголку ушком влево. Берем хвостик нитки и именно им будем набирать узлы. Так как это изнаночная сторона работы, то сначала мы делаем вторую половину узла фриволите и только затем первую. Таким образом набираем 12 узлов. Разворачиваем иголку обратно, чтобы ушко было справа, и заправляем нитку. Закрываем кольцо, как обычно. Переворачиваем работу и делаем фиксирующий узелок. Теперь нам нужно обвязать второй край и сделать его похожим на первый. Для этого, таким же образом, как и в первой части, выполняем маленькое кольцо на дуге. После выполнения второй половины дуги из 5 узлов проходим иголкой через пико кольца в предыдущем ряду и делаем фиксирующий узелок. Теперь выполняем второе кольцо на дуге и соединяем его с первым. Снова проходим иголкой через пико кольца из предыдущего ряда и делаем фиксирующий узелок.
Выполняем третье кольцо на дуге, соединяя его с предыдущим. А затем вновь проходим иголкой через пико кольца из первого ряда и делаем фиксирующий узелок. Таким образом обвязываем браслет до конца. Отрезаем лишние ниточки. Завязываем еще один узелок и прячем лишние кончики в узелки. Как вы уже, наверное, знаете, я люблю использовать нити-вдеватель. Если вы используете нитку, которая хорошо плавится, то можно прижечь кончики зажигалкой. Аккуратно отрезаем лишние кончики. Если вы добавляли нитку в процессе вязания, то, конечно же, заправляем и ее. Крепим замочек с одной стороны и цепочку-удлинитель с другой. Теперь давайте сделаем кольцо. Оставляем хвостик около 50 см, так как будем вязать комбинированные кольца. Для первого кольца набираем 8 узлов, пико, 8 узлов. Затягиваем кольцо, но не делаем фиксирующий узелок. Сразу начинаем вязать следующее кольцо. Набираем 8 узлов. Затем вытягиваем хвостик, разворачиваем иголку и хвостиком вяжем еще 8 узелков. Помните, что сначала нужно вязать вторую половину узла, а затем первую. Разворачиваем иголку ушком вправо, заправляем нитку и закрываем кольцо. Не делаем фиксирующий узелок, а сразу выполняем еще одно кольцо.
Продолжаем делать кольца до нужной длины, чтобы цепочку можно было свернуть в колечко. Мое колечко получилось из 8 колец фриволите. Самое последнее кольцо вяжем как обычное кольцо. Для этого набираем 8 узлов, вытягиваем соединительную петельку через пико первого кольца и набираем оставшиеся 8 узлов. Закрываем кольцо и делаем 2 фиксирующих узелка. Кончики нитки можно заправить, как мы сделали в браслете, а можно просто аккуратно опалить, при условии, что ваша нитка хорошо плавится. Теперь давайте соединим цепочкой кольцо и браслет. В принципе, цепочку можно крепить к любому элементу браслета. Я решила присоединить цепочку к кольцу посередине. Помимо цепочки я также решила добавить одну граненую бусину. Вот и все, наш слейв-браслет готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео.